Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Биткоин у нас немножечко упал, так сказать. Рынок весь снова красный. И давайте посмотрим, что произошло, что можно ожидать теперь, какое движение наиболее вероятно. Также зацепим несколько интересных новостей и кроме биткоина еще будет парочка монет. Падение было не очень большим, но внезапным. И на этом падении объем торгов за 24 часа, несомненно, увеличился. Лидером, кроме биткоина, эфириума и стейблкоинов, у нас, как всегда, в последнее время это эфириум Classic. График этой монеты тоже посмотрим в конце ролика. Роста практически нет, только монета Helium показывает почти плюс 2%, ну а падение на большинстве монет более 10%. Индекс страха и жадности сегодня на цифре 24, вчера была цифра 22. То есть страх не увеличился, а даже немножечко уменьшился. Цифра пошла в рост. Да, по-прежнему мы в зоне экстремального страха, но данное падение не вызвало какой-то сильной, хотя бы локальной капитуляции. Однако, если смотреть ликвидации лонговых позиций, здесь мы видим рост. Рост относительно предыдущего сбора стопов, но не более. До этого был объем намного больше. В целом, на вчерашнем снижении мы получили объем ликвидации лонговых позиций, скажем так, средний. Есть у нас еще зона, которая способна собрать больше объем, но это уже будет перелой. Например, перелой у нас состоялся уже на проценте профита. Предложение биткоина, которое находится в минусе или в плюсе сейчас у нас чуть более 47%. А на лое, который у нас был в июне, было почти 50% тех, кто в профите. На данной метрике получили вот такую дивергенцию, такое расхождение. Если же смотреть историю побольше, когда у нас был такой процент, подобный процент, то мы видим, что ниже мы падали только на коронадампе. И здесь у нас история с сентября 2019 года, ну то есть за последние 3 года. И если вы сидите и грустите, почему же у меня все в минусе, почему же я не ставлю стоп-лоссы и сижу сейчас в убытках, то знайте, таких как вы больше половины. А вот продают ли эти люди, которые сидят в убытках, на данный момент не особо активно. Вот так выглядят продажи. Вот эти нижние палочки — это те, кто продают сейчас в минус. И на последнем нашем дампе выглядит он достаточно скромно, если смотреть всю историю биткоина. Давайте приблизим. На нашем последнем дампе продаж в минус практически и не было. В плюс, да, уже никто не продает. И изредка мы видим минусовые продажи. Очень похоже на то, что активную такую часть тех, кто нервно держал биткоин, уже высадили. Способны ли высадить остальных? Нет, ничего невозможного. Вполне можно организовать сильнейший дамп, который соберет еще больше количества стопов и потреплет нервишки еще большему количеству трейдеров, которые все-таки продадутся в минус. Что может на этой неделе способствовать еще одному сильному движению? Завтра, в четверг, выступление опять-таки нашего любимого Джерома Пауэлла, главы ФРС. В 16:10 по московскому времени, 8 сентября, он опять начнет толкать свои речи и своей риторикой намекать о дальнейших планах. Если будет просматриваться какой-то позитив, рынки могут немножечко прогуляться наверх. И если же будет больше негатив, то, я думаю, знаете, куда способна двинуться цена, и это движение вполне может обрадовать шортистов. Глянем еще несколько новостей. Вот такой интересный заголовок. Европол заявил, что криптовалюты могут помочь в борьбе с преступностью. Да, редко я такие заголовки вообще вижу. Обычно нам всегда пишут, что криптовалюта — это способ какой-то мошеннический, только бандиты и какие-нибудь там маргиналы пользуются криптовалютой. Но нет, вот Европол считает, что это помогает в борьбе с преступностью. Была проведена конференция, были многие спикеры, что в принципе нам не важно. Главная мысль вот такая. Она заключалась в том, что те же уникальные возможности блокчейна, которые используют преступники, представляют беспрецедентную возможность для расследования самих преступлений. Но инструменты должны быть адаптированы для подобной работы и использоваться в сотрудничестве разных организаций. Естественно, намекают на то, что должны быть приняты соответствующие законы. Европол рассчитывает на соответствующую законодательную базу, которая определит цифровые активы как любые другие активы, чтобы надзор за ними был такой же. То есть для борьбы с преступниками они не хотят использовать криптовалюты, они хотят, чтобы криптовалюты потеряли свои основные какие-то качества, чтобы они перестали быть в первую очередь анонимными. Тогда, конечно, им все классно, можно отслеживать все транзакции, и смысла в использовании криптовалют в каких-то серых или черных схемах
совсем пропадет. При таких условиях преступники по-прежнему будут пользоваться наличкой, которую намного сложнее будет отследить, чем даже обычные электронные переводы. Еще одна интересная новость, которую снова начали поднимать. Снова у нас осень. Депутаты вышли из отпусков и начали свои предложения выдвигать, так сказать. Минфин и ЦБ РФ признали необходимость использования криптовалют в международных расчетах. Все-таки санкции сказались на них, не могут они перегонять в больших количествах денежки, да и не хотят, чтобы их отслеживали, поэтому все больше и больше смотрят в крипту. Но не думайте, что они завтра примут биткоин, либо вообще какой-нибудь альткоин. Здесь речь совсем о другом. Суть предложения министерства сводится к обеспечению граждан России криптовалютными кошельками, аналогичными тем, что предлагают криптовалютные компании. Как заявил министр финансов Алексей Моисеев, сейчас люди открывают криптокошельки за пределами России. Нужно, чтобы это можно было сделать в России. Чтобы это делали поднадзорные Центробанку субъекты, которые обязаны исполнять требования антиотмывочного законодательства и в первую очередь, конечно, знать своего клиента. Данная позиция хорошо перекликается с предыдущей новостью. Как в предыдущей новости Европол хотел за всеми следить, так и в России поддерживают такое же направление. Они видят, что люди спокойно пользуются криптой, кто хочет. Никакие ограничения по запрету оплаты переводов не подействуют. И поэтому они, скорее всего, захотят легализовать все это дело и контролировать, чтобы пресекать какие-то финансовые потоки, ну и плюс, естественно, собирать налоги. И с большей вероятностью не будут легализованы какие-то всеми известные криптовалюты, а в первую очередь это будут опять-таки крипторубли, какие-то монеты банков, возможно, токены корпораций российских. Вполне возможно, начнут именно с этого. Так что сильно на рост и развитие криптоиндустрии принятие в России не повлияет. И вот недавно вышла новость о том, что госкорпорация Ростех проведет тестирование цифровых активов в международной торговле. На фотографии нам тетка улыбается, но улыбка это такая с грустью, потому что нет хорошей жизни, они тестируют эти международные переводы в криптоактивах. Не получается у них производить закупки, как это было раньше. Управляющий директор по национальным проектам госкорпорации Ростех заявляет нам, что они изучают возможность тестирования цифровых активов в качестве средства для оплаты импорта и экспорта. Тестирование будет уже проведено в рамках экспериментально-правового режима для электронных торгов на острове Русский. Посмотрим, конечно, что из этого у них получится. Но опять-таки, даже если они начнут переводить в цифровых активах кому-то за что-то деньги, это не значит, что обычные люди смогут это делать. И это не значит, что биткоин пойдет в рост, потому что якобы Россия приняла и легализовала криптовалюты. Еще одна новость, которая немного отвлеченная, но обратила внимание на себя в последние дни, это то, что Binance предупредила о том, что будет автоконвертация 3 стейблкоинов в Binance USD. Вот так они борются с конкурентами, с конкурирующими стейблкоинами. Для повышения ликвидности и эффективности использования капитала Binance прекращает торговлю стейблкоинами USDC, USDP и TrueUSD. 29 сентября в конце этого месяца они все сконвертируют один к одному, и у кого были эти стейблкоины, они превратятся в BUSD, то есть в бинансовый стейблкоин. USDT они не трогают, им также можно будет спокойно торговать на этой бирже, и вышеозвученные монеты не пропадут с биржи, а они будут просто сконвертированы. То есть я думаю, как будет происходить? В листинге все это дело останется, все стейблкоины будут, но как только вы будете переводить на биржу те же самые USDC, кто-то вам отправляет USDC, а на балансе у вас будет появляться Binance USD. То есть они будут получать ваши монеты, конвертировать и зачислять вам уже свой внутренний стейблкоин. Делают, что хотят, крутят, вертят, как хотят, пиарят свою монету. Поступят ли они также с USDT? Пока они его не трогают, пока USDT намного популярнее бинансового стейблкоина и не хотят злить пользователей, а то все быстро разбегутся на другие биржи. Хорошо это или плохо? Я имею в виду конвертация. Я думаю, что это покажет только время. С одной стороны, да, это плохо. У людей отбирают выбор, у людей отбирают монеты, которые они заводили на бирже, но с другой стороны, сейчас они дают возможность вывести эти монеты, кого не устраивают такие условия. Ну и объединение всех этих монет повышает ликвидность торговых пар на самой бирже. Ликвидность к стейблкоину USDT, я думаю, наибольшая.
она максимально высокая, а вот остальная ликвидность разбросана по другим стейблкоинам, которые на данный момент достаточно слабы. И я думаю, после объединения всех стейблкоинов Binance USD ликвидность торговых пар будет намного выше. Ну и давайте посмотрим теперь графики, куда у нас сходила цена. Начнем с эфириума, потом к биткоину перейдем. Здесь картина пока более такая позитивная, можно сказать. На 4 часах вот так выглядит движение. Волна 1, волна 2. Развиваем коррекцию в волне 2. Немного не дошли в волне B до расчетной зоны, но уперлись в скользящую среднюю, откуда часто бывают отскоки. И плюс здесь проходит уровень сопротивления. Вполне вероятно, волна B закончилась уже здесь. 3 волны вверх прошли. Сейчас развиваем движение вниз. Куда можем пойти ниже? Так, эту зону общую можно удалить. И ближайшая зона, куда развивается нисходящее движение, если это будет в волне С, при движении в структуре ABC, это минимум посещения предыдущего лоя, или лоя, кому как удобно. Сбор здесь стопов, сбор ликвидности и поход наверх. Это не значит, что отсюда мы можем уже развернуться. Как я всегда говорю, нужно дожидаться подтверждения разворота. Не просто ловить ножи на этом уровне. Кто-то и так, конечно, торгует, но я не сторонник данного подхода. На дневке смотрим. Коррекция у нас здесь продолжается, то есть, когда мы увидим завершение нисходящего движения, подтверждение разворота, можно будет рассматривать уже лонги. Почему именно так, почему нужно подтверждение, сейчас покажу на биткоине. Вот у нас биткоин, здесь также ожидалось восходящее движение, рост в волне B, но этого не случилось. Но, опять-таки, подтверждения не было, входа здесь никакого не было, поэтому давайте посмотрим, что у нас в приоритете сейчас. На индикаторах у нас по-прежнему видна слабость, то есть все меньше и меньше сил идти вниз. И лой по-прежнему здесь заходного большого импульса предыдущего не обновили. Да, ушли намного ниже, чем на эфириуме, но структура не сломана и вполне это может быть все еще волной А. И потом у нас будет развиваться волна Б и С. Так как мы ушли пониже, у нас расчетная зона также ушла немного ниже. Сейчас нижняя грань это 21 800 примерно, 869. И локально здесь по-прежнему нисходящее движение, никаких заходных импульсов нет. Но о чем нам говорит вот эта проторговка, которая была до снижения. Если ее приблизить, данное снижение очень напоминало треугольник. Понижающиеся хаи, повышающиеся лои. А как мы знаем, треугольник это предпоследняя волна более старшего порядка. То есть данное снижение вполне может стать последним завершающим движением в волне А. И после этого уже повышается вероятность разворота. Плюс здесь у нас увеличились объемы, произошла некая кульминация локальная, и структура по-прежнему не сломана. Лои вот эти нижние у нас не пробиты. Сняли мы стопы вот здесь, зацепили движение. Да, кстати, вот здесь зацепили. Можем еще раз протестировать небольшим движением вниз, но пока в приоритете тот же сценарий, ничего у нас здесь не сломано. Коррекция по биткоину продолжается. На второй глобальный сценарий пока переходить не планирую. Это произойдет, если мы обновим лой. Напомню, что у нас здесь по старшей структуре вот такая история, как ABC, и затем разворот уже от текущих уровней. И есть вариант того, что, например, тройка завершилась вот здесь, это была волна А. Это волна B. И сейчас волна С. И да, волна С как раз таки будет пятиволновый. 1, 2, 3, 4, 5. Перелой здесь возможен. Потому что как раз таки при такой структуре в волне С должна быть пятиволновка. Но пока перелоя нет, оставляю вот такой вариант. К тому же объемы здесь очень высокие, что не характерно для коррекционного движения. Так, по биткоину разобрались. Давайте посмотрим еще несколько монет. Но сперва глянем индекс доллара. На него заглянем ненадолго. Здесь у нас продолжается восходящее движение и дивергенция не сломана. По-прежнему здесь все ближе и ближе завершение восходящего движения. На более мелких таймфреймах, например, на 4 часах здесь также дивергенция. Плюс у нас здесь движение похоже вот на такой клин, после которого чаще всего случаются вылеты вниз. Но, естественно, если индекс доллара будет ослабевать, это хорошо для рисковых активов, к которым можно причислить и криптовалюты. Глянем еще S&P 500. Основной сценарий у нас, можно так сказать, на паузе. Рассчитывал я, что будет вот такой импульс 1, 2, 3, 4, 5. Но мы зацепили пик волны 1, что, в принципе, пока что отменяет данный сценарий. Здесь у нас ничего страшного, потому что разворота по-прежнему не было. Локально нисходящее движение. Я не захожу просто на падение, а подтверждения разворота не было, поэтому
Здесь просто наблюдаем дальше, посмотрим, как будет вести себя цена. На более мелких таймфреймах давайте посмотрим. Здесь у нас тоже вот дивергенция, например, появилась на индикаторе. Вполне вероятен отскок наверх. В общем, все в принципе стыкуется. По S&P ожидается отскок наверх, по индексу доллара также график на завершающей стадии роста. И биткоин отрисовал либо в процессе отрисовки последней волны после треугольника, что также повышает вероятность на движение наверх. Вот эту монету еще хотел показать, Cardano. Это к разговору о том, что нужно дождаться заходной импульс. В последний раз я смотрел эту монету, мы находились вот здесь, я не убирал рисунки. Вот здесь мы были. Я говорил, нужно дождаться заходной, на откате входить и стоп за основание. И здесь у нас вполне вероятно можем получить как раз таки тот самый отскок наверх после заходного импульса. Если переключиться на дневку, здесь был неплохой заходной, неплохое движение наверх. Стоп, кстати, вот сюда я рекомендовал ставить за вот этот лой. И в принципе здесь неплохая точка входа. Уровень поддержки, уже несколько раз здесь тестировали его, получили рост наверх, сейчас откат. И вполне можно вот здесь залететь и стоп либо сюда воткнуть, либо более консервативно за самый-самый лой. Ну либо сократить размер процента стопа и за начало импульса. Далее уже расчет наверх. Куда наверх? Давайте посмотрим. Ну, глобально, я думаю, здесь понятно. 1, 2, туда куда-то наверх летим. Пока рано загадывать о таких оптимистичных целях. Ну, а локально это предыдущий хай. Вот сюда. Ну, либо подход к вот этой скользящей средней, когда мы будем возле нее, также может остановить восходящее движение. Ну, либо если вы вообще хотите подстраховаться еще сильнее, то дожидаться уже на более мелких таймфреймах. Заходные импульсы, здесь пока его нет, на 4 часах здесь нисходящее движение. На дневке неплохая точка, на 4 часах можно еще подождать подтверждения, о чем я говорю, о заходном импульсе вот здесь, и уже на откате этого импульса заходить с расчетом повыше. И Ethereum Classic хотел посмотреть, что мы здесь наблюдали в последний раз. Объемы у нас здесь снова подросли. Вот такую схемку я рисовал. Объемы выросли, похоже на завершение 4-й волны. Приблизились к пику волны 1. От него отскочили. Волна 1, 2, 3 предположительно. Волна 4 протестировала скользящую 200-ку на дневке и отскок наверх. Да, вполне вероятно, вот здесь уже пятерка могла завершиться. Мы пришли в область предыдущего пика. Вполне может быть это завершенным 5-м импульсом. Давайте глянем на 4 часах, что у нас здесь. Если внутреннюю структуру рассматривать, то здесь похоже на 1, 2, 3 и четверка у нас цепанула пик волны 1. Поэтому здесь я бы рассматривал либо продолжение коррекции и продолжение 5-й волны, либо это уйдет на перелой и потом еще один заход уже на настоящую 5-ю волну, а это будет всего лишь волна Б, далее волна С, завершение четверки и пятерка после этого. Но пока приоритетным сценарием оставлю, если будет продолжение движения наверх, то после коррекции еще один импульс наверх, еще раз до вот этих вот хаев в район 45. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм, пишите комментарии, пишите свое мнение, ставьте лайки, включайте колокольчики и все такое. Всем удачной торговли и счастливо.